Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале. Сегодня я с вами хотел поговорить на тему, что такое реинкарнация, что такое душа. Реинкарнация. Существует она или нет? Что такое древо жизни? Что такое ваш род? Я это сейчас упрощу и сделаю как игру. Рассмотрю этот процесс как игра. Что такое род человека? Когда мы выходим из этого состояния, нету больше никаких физических обликов, нету физического восприятия, изменяется. Мы уходим в мир энергии и знаний настоящих. Каждый меру ту, которую он смог познать. Это тоже очень важно понимать. Как говорил Иисус, обителей у моего Отца много. Так и я скажу. У моего Отца обителей очень много. Древо – это игра. Начался род, началась жизнь. Создали людей. Как? Искусственным прекрасным путем. Но у каждого появился род, у каждого появилось древо, у каждого появилась своя индивидуальная игра, как взрастить род, как взрастить это прекрасное дерево с многими ветвями, которое будет приносить яркие и вкусные плоды. Но эти плоды не Богу нужны. Творцу прекрасно. И так, без всяких плодов, он уже полноценен в своей сущности. От А до Я, от всего, потому что он всему дает энергию. Ему ничего не надо. Он наслаждается искренне, когда его дети, частички, искорки, яблочки, фруктики преображаются и чувствуют всю божественную полноту сами в себе. Это восхищает Создателя. Понимаете? Ну, прекрасный плод – это просветление. Зеленый плод – это уже осознанность. Человек, который дошел до осознанности, он прошел уже самый тяжелый путь. Самый тяжелый путь, еле выжить, пробраться через эти все тернии. Это как цветы на деревьях. Опылят, не опылят, понимаете? Род не только передается по своему поколению. Род может передаваться энергетически. Даже у человека, у которого нет детей и не будет никогда в жизни, он может внести в свой род гораздо больше, чем у кого 10 детей. Понимаете? Он вносит энергию и любовь. Это самый важный сок невидимый, который охраняет, оберегает весь род. Оживляет, дает эти лучи света всему роду. Невидимая энергия. В реальном мире мы ее не видим. Но на энергетическом она существует. Ученые скоро уже дойдут до этого. Они даже уже, может, дошли. Проверьте информацию. Я что-то уже такое слышал. Что хромосомы, там ДНК могут виртуально обмениваться с другим ДНК, не находясь в этом теле. Понимаете, какая магия и красота игры? Тогда придают цвет и красоту этой большей игры, понимаете? Но я скажу с духовного мира вам сразу, что это все существует. И все это возможно, и это очень просто, как щелкнуть. Для духовного мира это не является какой-то проблемой и препятствием. Реинкарнация. Душа уходит, но частичка ее всегда останется в этом древе. Она может уйти в другое древо, да, может. Насытить любовью другое древо, чтобы не пропало. Потому что когда насыщается древо
принесет тогда хорошие плоды. Это не значит, что жить беззаботной жизнью. Иногда это будет очень тяжелое испытание. Порою тяжелее, чем у кого-либо. Но вы должны понять, этот труд недаром с вами проходит. Вы идете к осознанности. Это величайшее достижение каждой души, будучи в древе. Принести любовь, созреть и насладиться этим процессом. И сами же вы скушаете это яблочко. Понимаете? Оно надо не Богу, не кому-то, оно надо прежде всего вам. Вы кайфанете от процесса созревания. Я могу искренне сказать, что пробуждение – это самый приятный процесс. Причем он фантастически, магически крутой. Когда ты начинаешь чувствовать жизнь глубоко, это не поверхностные слова, это переживания, это взаимодействие, это информацию, которую ты получаешь. Иногда я получаю информацию, я не могу ее даже словами сказать, понимаете? У меня нету слов, я думаю, как найти мне слова те, чтобы выразить ту или иную информацию. Сейчас на Земле больше и больше духовных людей становится, кто может совладать с собой и пребывать на высоких вибрациях. Я называю этих людей духовными. Они совладают и пребывают на высоких вибрациях. Точка. Они ничем не лучше, не хуже. Это так. Они являются частью этой большой энергии. Так что реинкарнация. Душа ушла, и когда она уже может проявляться в этом роду еще раз, если у нее будет желание, она придет, знаете, как смесь уже то, что род набрал, и то, что эта душа отдельно накопила. Это энергия, опять же, это не душа. Вы понимаете? И выходит смесь, совсем другая может выйти. Соответственно, является эта душа отдельной или нет, это совокупность энергий. Древа и индивидуально пройденной души. Душа набралась опыта, она вышла с инкарнации, она стала больше в своем познании и осознании, понимаете? Она впитала и ту энергию рода, и она сама в отдельности уже стала. Если она придет в другой род, она уже станет, представляете, уже такой шарик, как снеговика катаете. Это подобно такому процессу. Потом эта душа с большим шариком пришла в другой род, она уже массивная. Это не значит, что она должна быть царем. Она может быть, как я говорю, знаете, хоть портным, хоть сапожником, хоть кем угодно, хоть шахтером, хоть дворником. Не имеет никакого значения. Сейчас в современном мире сильно там, когда идут демагоги, рассматривают всех популярных людей. Кто они, что они, там, с какой вибрацией. Не имеет значения. Никакие ваши земные действия к созреванию души и ее испытаниям. Ранги не имеют никакого отношения. То, что вы думаете мирским языком и мыслями, не является совсем истиной. Это ограниченное мышление. Думать, что если там был Жириновским, значит он должен уйти в какие-то духовные миры. Если большая душа должна реинкарнироваться в царя. Нет. Все не так. Иногда душа может реинкарнироваться в дворника, оставить за собой такую энергию, что принесет миллионам людей помощь, как приходили мудрецы. О них помнят сейчас. А зачем нам Македонский, который там людей убивал? Безумец бегал. Земли завоевывал. Завоевал. Вот теперь расскажите всем тем, кто воевал раньше, что невозможно землю завоевать. Невозможно. Земля быстрее завоюет вас, чем вы завоюете землю. Быстрее вы будете принадлежать земле, чем земля вам. Поймите, это очень простые истины. Я вам не противоречу, я не хочу вызвать в вас диссонанс, непонимание и отвержение от меня, что я вот такая точка, вот и все. Я вижу это так. Но если вы видите это по-другому, я не против. Ни в коем случае. Я с вами. Я вас понимаю и уважаю и люблю. Так что если душа приходит в новое тело, эта энергия приходит в этот род уже с большим
с большей базой. И также род дает ей энергия. Душа служит в роду, набирается и рода энергии своей. Когда вышла, она помогла роду, если разумная душа. Работа, игра должна быть со смыслом. Понимаете? Ну, чтобы интересно было играть. Потом эта энергия, я в каком-то видео рассказывал, что это Ба, энергия Ба. Она может зайти в другой род. Ее будет приветствовать, да, ее будет приветствовать. Она будет роднее, да, она будет роднее, чем все другие последователи. Понимаете, там нету разделенности, там нету мой, твоя, своя. Мы выходим с этого мира, все становится общее. Разделенность исчезает, потому что физический мир исчезает. Не надо кушать, не надо воевать за дома, не надо воевать за землю, за какую-то, которую вы сейчас не создаете. Это вообще парадоксально. Моя земля. Меня удивляют люди, когда говорят «моя земля». Я говорю, да ты что? А с каких пор она стала твоя? Ты ее оживляешь? Или она оживляет тебя? Тут надо понять. Или ты принадлежишь маме, или мама принадлежит тебе. Ну, кто-то скажет, да, не было бы меня, не было бы ее. Да, это ваше узкое понимание жизни. Узкое, ограниченное. Расширяйте свой базис. Благодаря любви, не осуждению, не осуждайте, любите. Принимайте все, что происходит, тогда вы ясно сможете жизнь видеть. Разумно и с любовью. Используя для вашей души, чтобы вышли с этого пребывания в этом мире сильными, чтобы вы гордились своей проделанной работой, чтобы вы помогли роду, вы помогли людям. Вы выходите обогащенным, сильным, здоровой и любимой душой всеми. Трудитесь над собой, над своим духовным состоянием. Если человек не духовный, он не может разумно помогать, он будет только калечить. Обретите разум, осознанность и делайте самые лучшие поступки для себя, для окружающих. Не желайте плохого, не употребляйте алкоголь. Но если употребляете, я вас не осуждаю, искренне говорю. Я сам это делал, и я этим не горжусь, но я понимаю, как тяжело туда выйти. Я и курил, и траву даже пробовал, ну, больше не пробовал. Но, понимаете, по сравнению с осознанностью, с этой любовью, с этой мощью в душе, которую не надо проявлять, кому-то показывать, бить, она в душе, ты счастлив. И показатель этому, что ты можешь вырабатывать любовь сам в себе. Это самый большой показатель силы. И сила, она нужна кому? Другим нет, она нужна вам, чтобы вы проходили жизненные этапы мягко, разумно и с любовью. Живите достойно и мудро. Рыжик шлет вам большой котячий привет. Его, кстати, тоже Бог оживляет сейчас, как и вас. Является ли он выше или ниже? Нет. Он не выше и не ниже вас. Он ваш друг в пути. А друг никогда не будет считать другого своим или выше, или хуже, или лучше. Да? Друг всегда есть друг. И нет нужды себя сравнивать. По разуму вы выше или ниже кого-то. Если вы научитесь любить, у вас не будет в этом нужды. И вы будете уважать своих попутчиков по жизни, но не возвышаться в них. Потому что его создает сейчас Бог и меня. Понимаете? Тут нет ничего сложного. Нет никого выше и ниже. И разум не выше. Я не могу познать его. Потому что мне эти пути недостижимы в данном период жизни. Являюсь я разумным? Я сомневаюсь. Я подкармливаю его, а не он. Но он меня кормит любовью. Вот сейчас он даже ноготками такой меня. Тик-тик-тик. Мир и любовь вашему дому. Я вас всех обнимаю и люблю. Мужикам мужская энергия и любовь
девушка более женская и приятная, и мягкая, и заботливая. Всем хорошего дня. С уважением, Михаил.